Всем привет, ребят! Вы на канале Олеся Лойс, и сегодня у нас очередной мукбанг. Сегодня мы будем кушать пиццу. Это домашняя пицца, только из печи. Дальше у нас здесь вот такой вот салатик, он из пекинской капусты, карбонара. Тут у меня карбонара это не то. Свежий огурчик, помидорчик и сыр натертый. И пить мы будем чай. Я достала малину из морозилки, лимончик. Короче, будет очень вкусно. Давайте начинать. Я ее порезала, чтобы не тратить время. Я уже не раз рассказывала. Я обожаю пиццу, особенно домашнюю. Я сама готовлю тесто, но иногда, когда лень, беру слоеное, а так вот это тесто я готовила сама. И раскатываю я тесто максимально тоненько. И примерно из 600 грамм теста у меня получается вроде как 5 пиц. Таких небольших. Я, наверное, в последнем видео... Про что было видео? Рецепты от подписчика, от Юли Доробышевой. Я делала салатик. Морковный пирог делала. Я поняла, что мне очень нравится снимать мукбанги. Когда меня спрашивают, буду ли я снова снимать обзоры, вернусь ли я к прошлому контенту, пока я еще не знаю, не уверена, если честно. Мне кажется, мукбанг это прям мое. Это не волосы, это не шерсть кошачья, собачья, крольчачья. В начинке у нас тут докторская колбаса, вязанка. Обожаю вязанку. Если кто-то тоже любит вязанку, рассказывайте. Рассказывайте, есть ли колбаса вкуснее, чем вязанка докторская. Вязанка, соленые огурчики, кукуруза, это важно. Дальше у меня тут лук, ну как его, красный, фиолетовый, вот этот. Все, ну помидор, естественно. Вроде все. Грибы. Как же без грибов? И честно я делаю по самой легкой, наверное, рецептуре. Это вот первая вкладка, когда этот Russian Food, знаете, сайт?
с рецептами. Я набираю просто тесто для пиццы. И вот первый рецепт. Там мука, вода, дрожжи, соль, масло. И может быть все даже. Там нет яиц, ничего такого. Чай что-то получился сегодня очень вкусный. Что такое-то? Кто там спит? Клубочек маленький, сладенький. Обычно я снимаю на стуле. Сегодня я села на диванчик, поэтому Сьюзи будет украшать свой задний фон. Легла бы она куда-нибудь туда бы, чтобы было видно. Что-то опять свет меняется. Хотя я настроила, чтобы он не менялся. Фиг знает. В прошлом видео моя вот эта лампа огромная начала мигать. Не в прошлом, а в позапрошлом. Вот. Хрень какая-то происходит. Блин. Чего же я раньше не додумалась замороженную малину в чай класть? Давай чуть салатик попробуем. Опять меняется. Что надо сделать-то? Его можно заправить майонезиком или сметаной. Вообще, я люблю салаты больше со сметаной. Но я забыла зайти, когда Сьюзи гуляла, за сметанкой. Ой, салатик очень, знаете, такой легкий. В плане мясного сюда можно положить все что угодно. Раньше мы всегда дома, когда я жила с мамой, делали с обычной колбасой, типа вот как коньячная вот такая. Слежу, чтобы свет не менялся. Перевернись. Надоело эта шерсть вообще уже летать-то. Я только с кухни донесла. До сюда. Вчера у нас вообще была генеральная уборка. У зайцев у моих. Меня просили рассказать про кроликов. Но я боюсь, что не всем будет интересно. Ну, хотя вот если я начну рассказывать там про уход за волосами или что-то такое-то, или там за кожей,
Какие еще вопросы? У меня просто выписаны вопросы. Как сохранить отношения? Можете писать в комментариях, чтобы вам было интересно послушать. Вдруг кто зашел впервые. Мы с мужем 12, ну сейчас вот в 23-м году будет 13 лет вместе. Как сохранить отношения, я знаю. Про кроликов я могу говорить, ну, правда, часами. У меня их 2. У них есть отдельная комната. Примерно 6-7-8 квадратных метров. Они оба стерилизованы, мальчик и девочка. Собака пришла. И я никому не рекомендую заводить кроликов. Потому что они всегда их держат в тесных клетках. Если только заводить, надо большой вольер. Они все грызут. Они сорвали почти все обои в той комнате. Они много писают, какают, много кушают. У одного из кроликов, который мальчик, мы его взяли. Ну, типа, люди отдавали. Якобы у них была аллергия на кролика. Ну, там вообще не так все было. Я думаю, он просто им надоел, они решили от него избавиться. И у этого парня, ну, видимо, его там с детства плохо кормили, у него проблемы с пищеварением. Ему... Что в глаз попало? Ему подходит только очень дорогой итальянский корм. Также вон зайдете на Авито, каждый, блин, второй кролика отдает. Поэтому завести кошку, мне кажется, это намного проще. Намного. Но у меня были и кошки в жизни, поэтому я точно скажу. Говно убрал, корм насыпал. Блин, у меня реально в глазу что-то. Одну секунду. Готово. Короче, кошку убрал, еду насыпал, покормил, погладил, поцеловал. Но кролики это вообще вредители маленькие. Я их люблю. У них абсолютно разные характеры. Плюша такой, знаете, когда мы ее взяли, покупали, она была вот такущенькая. Нам сказали, что это девчонка в зоомагазине. Но когда мы приехали, она начала крушить всю квартиру. Вот такой маленький клубочек. Это просто клубочек злобы был. Она все крушила. Она рвала лежанку собаки. Отрывала все обои. Просто могла залезть на тебя и так начать тебя грызть. У нее еще глаза черные, а окантовка тоже черная. Она выглядит как маленький демон. Сама она белая. И уши такие черные, мелкие. Постоянно как рога стоят. И тогда мы подумали, что в зоомагазине ошиблись. И это не девочка, а мальчик.
И Плюша был мальчиком какое-то время. Ну, потом она начала строить гнездо. Да, девочки-кролики. Если их не стерилизовать, думаю, что они беременны иногда. Но я говорю, проблем вообще до хрена. Поэтому лучше не надо. Я не ем корочки, так-то я ем корочки. Чуть не подавилась чаем. Но если буду есть сейчас корочки, то в меня не влезет вот это вот потрясающая, вкусная основа, начинка. Да блин, мама, не смотри это видео. Мама просто ненавидит шерсть, когда она попадается где-то. Ну, блин, это жизнь, извините. Так вот, и Плюша маленькая такая, знаете, маленький сорванец. Маленький крушитель. А мальчик, Пуфяша, Пуф, мы его забрали из той семьи, ему было 3 года. И он был такой заморыш. Он жил у них в грязной клетке. Он был не кастрированный, и он от этого страдал. То есть мальчики, кролики, если их не кастрировать, они постоянно хотят крольчишку. Вот. И как бы лучше это сделать все-таки, чтобы у них было поспокойнее их самочувствие. Вот, когда мы его забрали, у него была адаптация, ну, тут он не сразу поехал жить к крольчихе, потому что он к ней приставал, она к нему приставала. Вот он жил с нами в этой комнате. Через недельку мы его кастрировали. Так как он был взрослый, он немножко, тяжеловато перенес это. Но все нормально. Потом мы стерилизовали Плюшу, и потом они начали жить вместе в комнате. Они так любят друг друга. Всегда спят вот так вот рядышком вместе. Такие милые. И Пуфяша, он очень добрый мальчик. Спокойный, все время целоваться любит. Приходит, там тебя оближет. Такой весь милый из себя. Похож на щенка. Мы его даже зовем щенок Пуфа. У него веслоухие уши. Он такой прямо вот такой какой-то потискать сладкий. Его зовешь, он прибегает. Плюша тоже знает свое имя, но она не придет. Потому что как бы она не хочет. Ты ей не нужен. Плюша, как те самые коты, которые там... Я твой царь и бог. А Пуфяша, и он и прибежит, и поцелует тебя, и с тобой спать ляжет. Вообще, солнышко наше. Но у него очень серьезные проблемы с пищеварением. Он не может есть какие-то обычные корма. Какие обычные там? Little One. Версаль Лага. Вот есть фирма. И там разные корма. Такие тоже не ест. Просто это я рассказываю для тех, кто вдруг знает про кроликов. Про то, что они кушают. И вот покупаем мы ему специальные очень... 400 грамм вроде бы. 600 рублей. И приходится... Плюша ест все. Плюше можно любой корм дать. Ей вообще пофиг, она слопает его, будет счастлива, все хорошо. Но они у друг друга кушают. У них есть 2 клетки в комнате, такие огромные, двухэтажные, там, большие клетки. И они всегда открыты. То есть там выломана решеточка, чтобы их нельзя было закрыть. Они просто в клетку ходят кушать, пить воду, есть фрукты.
Он там бегает. Ща, просто думала, как будто что-то встало. И Плюша иногда заходит к Пуфу, ест его еду, пьет его воду. Пуф заходит к Плюше. Ну и наоборот, поэтому их надо кормить одинаковым кормом. Также и сено. Тоже Пуфу не все сено подходит. Ну, вообще сложно. Ну, что делать? Отдавать мы его точно не будем. Даже у нас как-то было подозрение, что у мужа типа аллергия началась. И думали, что это на кроликов. Но он сказал, даже если будет аллергия, он их не отдаст. Вот так вот. Если еще какие-то вопросы есть про Пуфа и Плюшу, спрашивайте. Если вдруг вы хотите где-то купить кролика, то лучше зайдите на Авито и посмотрите там. Там просто отдают многих. У нас бывает в городе, ну вот в нашем, в подъезд выкинут, на улицу выкинут. На улице-то долго не проживут. В подъезде можно еще спастись. Купят детям поиграть. Я еще смотрела видео, ну я как бы смотрю других мукбанкеров, чтобы просто посмотреть, как они оформляют стол. Прямо чтобы кто-то мне очень нравился. Мне нравится Верняева. Ну, как вот у нее все так красиво сделано. Ну, я даже иногда ее не слушаю. Ну, мне просто не всегда интересно там, про что она говорит. Ну, у нее все красиво. Так, где моя вилка? И еще недавно я наткнулась, ну как, уже, наверное, месяца 2, на девочку Настя Копай. Так, я спрашивала, что значит ее ник, ну вот, на ютубе. Настя Копай. Копай, что такое значит? Она веганка. Но у нее настолько все красиво сделано. Мне очень нравится. Она сама такая милая. Ну, знаете, иногда смотришь на человека, он просто тебя притягивает чем-то. Я посмотрела очень много разных мукбанкеров, разных мукбанков. И всегда что-то вот, ну, есть такое... Не знаю, я в каждом могу найти что-то хорошее. Но чаще мне не нравятся люди. Вот так. Ну, я сама такая, знаете, по жизни. По жизни я вообще одиночка. Ну, как бы у меня есть муж, у меня есть сестра, у меня есть подруга. Одна в этом городе, другая в другом городе. И мы с ними видимся одинаково. Что одна здесь живет, что другая там. Раз в год встретимся. Спрятать может куда-то. Вот, и поэтому я смотрю на разных людей, я думаю,
смогла ли я вообще как бы, ну вот так, знаете, с ними общаться или нет. Нравятся они мне каким-то темпераментом или нет. И вот большинство нет. А вот Настя мне очень понравилась. Ну, как будто вот у нас что-то есть общее. Вот я прям смотрю, ну вот прям смотрю только вот Настю и вот Марину. Ну, вроде да. Ну, там остальные, которые, ну, не в России там. И так просто вот. Посмотрите, о, какая большая еда. И я недавно включила видео семьи, там муж и жена. Сейчас если вы смотрите мукбанки, значит, вы точно поймете. Там мужик, который, например, что-то кусает. Я просто не помню, как канал называется. Он что-то кусает, и он такой вот так вот морщится, смешно, забавно. И девушка там с ним, ну, жена его. И они что-то ели, что же они такое ели? Они ели то ли роллтон, то ли бутерброд с икрой, или яйца с икрой. И они рассказывали видео, как раз я просто мотала. Ну, просто вот я не смотрю, просто вот смотрю как-то вот, ну, то, как себя ведут люди, ну вот. И они начали поднимать тему кроликов, что они хотят детям купить кроликов. Я написала им в комментарии даже, я никогда не пишу, ну, кого я не смотрю, я не пишу им комментарии. Ну, тут я написала, говорю, вот, плюсы кроликов, минусы кроликов. Плюсы то, что они милые, минусы все остальное. Я говорю, их надо лечить. Кролики очень дорого лечатся. Им надо делать прививки и так далее. И, короче, они там лайк нажали. Может, в каком-нибудь из видео они скажут, типа, что больше мы не хотим кролика, я успокоюсь. А то если они заведут кролика своим детям, я буду грустить. Ну, та вот пара забавная. Сейчас еще закончу, да. Еще я включала видео девушки. Она иногда снимает одна. Блин, что-то там Ля-Ля Family. У меня очень плохо с запоминанием каналов. В общем, девушка снимает либо одна, либо с мужем. И она всегда здоровается с едой. Всем привет, ребят! Я ничего не могу сказать, ну, как бы про девушку. Я просто, опять же, смотрю там блюда, какие они кушают, как все расставляют. И вы поняли. Но это просто забавно. Вот. Или там приятного аппетита. Ну, это тоже не мое. Много разных есть. Пишите, кого вы смотрите в комментариях. Будет интересно почитать. Я конкретно объелась. Мое пузико обожралась даже, можно сказать. Надеюсь, вам понравилось видео. Задавайте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И увидимся с вами скоро в следующем видео. И всем пока! И дальше будет благодарность моим бустерам. Всех люблю и обожаю. А еще в конце видео всегда Плюша нажимает кнопочку подписаться. Вдруг кто-то не досматривает. Вот. Плюша любит нажимать на кнопочки вот так лапкой.